В мире существует множество удивительных и неожиданных мест, которые способны поразить воображение. Одним из таких уголков является Никосима, японский остров, где количество кошек значительно превосходит число людей. Этот уникальный оазис, известный как Кошачий остров, привлекает туристов и исследователей со всего мира, стремящихся понять, как и почему здесь царствуют эти пушистые существа. В данной статье мы подробно рассмотрим, откуда взялись эти пушистые обитатели, каковы условия их жизни, как меняется остров благодаря их присутствию и, наконец, какое влияние имеет столь необычное соотношение на экосистему и экономику региона. Никосима, расположенный в префектуре Хиросима, когда-то был обычным рыбацким селом. Первые упоминания о нем относятся к эпохе Эдо, когда остров начал осваиваться местными рыбаками для ловли рыбы и добычи морепродуктов. Рыболовство и текстильное производство стали основными источниками дохода местных жителей. В те времена остров был небольшим, испещренным рыболовными лодками, и людей, которые здесь проживали, можно было сосчитать по пальцам. Изначально на остров завезли кошек в середине 20 века для борьбы с грызунами, которые угрожали урожаю и оборудованию местных рыбаков. Коты показали свою эффективность в борьбе с этими вредителями. Постепенно их число начало расти. Благодаря мягкому климату острова и отсутствию естественных хищников, популяция кошек стремительно увеличивалась. Со временем они стали не только частью экосистемы, но и частью культуры острова. С каждым годом количество кошек росло, и вскоре остров стал населяться пятнистым и полосатым разнообразием этих млекопитающих, насчитывающим сотни, если не тысячи, особей. Местные жители начали воспринимать их как своих незаменимых друзей и защитников, а не просто как домашних животных. С уменьшением численности местного населения и уходом рыболовной активности местные жители оставили остров и начали переселяться в крупные города в поисках лучших условий жизни. Несмотря на это, у кошек начался новый этап жизни. Они стали охотиться на новых территориях, не имея больше ни конкуренции, ни страха перед людьми. Рыболовной активности местные жители оставили остров и начали переселяться в крупные города в поисках лучших условий жизни. Несмотря на это, у кошек начался новый этап жизни. Они стали охотиться на новых территориях, не имея больше ни конкуренции, ни страха перед людьми. На данный момент на Никосиме официально зарегистрировано около 15 жителей, в то время как общее количество кошек превышает 600. Это поистине удивительное соотношение – более 40 кошек на одного человека. Поэтому Никосима становится символом феномена, когда коты не только представляют собой домашних животных, но и превращаются в настоящих жителей острова. Поскольку коты имеют короткий период беременности и высокую способность к размножению, повышенное внимание к ним с каждым годом только увеличивало их численность. Условия, созданные людьми для их существования, и обещанная еда лишь подстегнули этот процесс. Коты начали расселяться по всему острову, занимая каждый уголок, от морского побережья до встроенных мест для отдыха. Местные жители, несмотря на свои невидимые усилия, не могли не замечать, как кошки становятся важной частью не только их экологической системы, но и образа жизни. Летом на острове появляются длинные очереди из туристов, желающих познакомиться с пушистыми обитателями и запечатлеть их на фото. На Никосиме кошки уступили опыту не только своих обожателей, но и стали частью местной культурной среды. Местные жители начали развивать различные формы взаимоотношений с этими пушистыми существами, и это сделало их часть публичной жизни острова. Восхищение культурами и историями о кошках
трансформировалась в ритуалы и традиции. Сегодня коты изображены не только на сувенирах, но и во многих произведениях искусства, включая картины, статуи и национальные предметы мастеров. Каждое лето на острове проводятся кошачьи фестивали, на которые собираются жители и туристы, чтобы отпраздновать уникальное единство людей и кошек. На этих мероприятиях можно встретить уличных артистов, повара, предлагающих кошачьи деликатесы и викторины о жизни котов. Никосима стал местом притяжения для туристов со всего мира. Множество блогеров и кэт-фанов приезжают, чтобы снять видео с кошками, поделиться впечатлениями и создать контент для своих страниц в социальных сетях. Местные жители открыли для себя дополнительные источники дохода благодаря этому. Развиваясь, они организовали небольшие кафе, где люди могли бы расслабиться и насладиться обществом котов. Несмотря на небольшие размеры острова, растущая экономическая активность и ощущение единства между котами и людьми позволили этому месту стать настоящим убежищем для тех, кто ищет умиротворение и связь с природой. С учетом растущего числа туристов, посетивших остров в последние годы, возникла необходимость в развитии такой инфраструктуры, как гостевые дома, рестораны и магазины, где продавались бы сувениры, связанные с кошками, и уникальные предметы местных умельцев. Местные жители начали предлагать специальные туристические пакеты, которые включали экскурсии с описанием жизни и особенностей кошек на острове. Одним из наиболее рекомендуемых мероприятий стало кошачье сафари, где желающие могут наблюдать за жизнью хозяев и их пушистых друзей. Это привлекает большое количество туристов, как иностранных, так и местных. Таким образом, количество приезжающих на Никосиму стремительно увеличивается, что также положительно сказывается на экономическом благосостоянии оставшихся на острове жителей. Коты также вдохновили местных ремесленников на создание изделий, которые популярны среди туристов. Сувениры с изображением кошек, такие как магниты, футболки, подушки с забавными принтами и игрушками, быстро находят своих покупателей. Местные мастера открыли просторные магазины, наполненные предметами, связанными с жизнью этих животных. Кроме того, на острове проводятся косячьи вечеринки, на которых туристы могут насладиться вкусными блюдами и при этом общаться с кошками. Эти блюда могут быть разнообразными, но самой популярной оказалась кошка-бенто – набор красивых порций рыбы и мяса, которые затеются в форме кошачьих фигур. Однако, несмотря на множество позитивных аспектов, рост популяции кошек на Никосиме также ставит перед экологами ряд вызовов. Коты, как естественные хищники, могут заметно влиять на местную фауну, особенно на виды птиц и других мелких животных, населяющих остров. Это поднимает важные вопросы, касающиеся экосистемы и миграции представителей фауны. Чтобы помочь экосистеме выдерживать давление, ученые и власти местного самоуправления начали проводить исследования о местных видах животных, пострадавших от присутствия кошек. Для этого разрабатывают стратегии по контролю численности популяции котов, чтобы сбалансировать природу и поддерживать разнообразие. Одним из решений проблемы стало создание системы управления популяцией кошек. Это включает как стерилизацию, так и программы по усыновлению. Также важно наладить взаимодействие с местными жителями, чтобы обеспечить ответственный подход в уходе за кошками и минимизации их воздействия на экосистему. Взаимодействие между экологами, местными жителями и туристами, в свою очередь, может привести к созданию устойчивых практик и образовательным кампаниям о важности сохранения не только кошек, но и разнообразия местной природы. Перед Никосимой
стоит несколько направлений, которые дают надежду на то, что мы сможем сохранить баланс между поддержанием жизни кошек и обеспечением перспектив для человека. Разработка устойчивых решений требует совместных усилий и осознания того, что наш выбор может влиять как на людей, так и на животных. Одна из ключевых задач – развитие образования о важности экосистемы и сохранения видов, что включает реализацию программ для детей и местного населения. Чем больше знаний будет получено о том, как важно поддерживать баланс в природе, тем легче будет сохранять единство между человеком и животным. Японский остров Никосима – это уникальный пример взаимодействия человека и животного мира. Соотношение числа кошек и людей делает его необычным уголком, притягивающим внимание туристов и тех, кто интересуется уникальными природными явлениями. Этот остров может быть не только прекрасным местом для отдыха, но и показателем ответственности людей перед природой и важности заботы о нашем окружении. Динамика, с которой развиваются события на Никосиме, служит примером для других мест на Земле, где животные могут стать важными участниками общественной жизни. Укрепление взаимосвязи со всеми существами на нашей планете и забота о будущем жизни на ней являются ключевыми аспектами, которые все мы обязаны учитывать, чтобы у человечества был шанс гармонично сосуществовать с природой.